Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о близнецовых пламенах поподробнее. Вот вроде бы уже столько видео снято, и многое я рассказывала, но остаются вопросы. И вот в очередной раз мне пишет одна очень хорошая клиентка, с которой я общаюсь много лет. Уже даже сама я не помню даже сколько лет, но отношения у нее с ее любимым человеком больше 5 лет. И все складывается пока очень тяжело. Вот какой вопрос мне задается. Как понять, что это именно близнецовое пламя? Как понять, что это твой человек? И как понять, что стоит ждать и обрести уверенность, что мы будем вместе? Ведь близнецовые пламена встречаются для того, чтобы пройти много и затем не расставаться. Раскройте, пожалуйста, эту тему более подробно. Начнем, наверное, с того, как понять. А никак. Вначале, честно, расстрою, но понять будет сложно. Если вы только встретились со своей половинкой, близнецовой, вы не поймете. Единицы сразу реагируют, а в основном люди просыпаются, в кавычках, в какой-то момент. Это когда человек вначале реагирует, просто симпатией, кто-то даже влюбляется. Но сразу себе ответить, да, это моя половинка, нет, честно, не всегда так. Иногда один из партнеров, он чувствует сразу, но это зависит от человека, от его внутренней глубины, от его сознания, от его чувствительности, потому что порой мы на людей реагируем по-разному, это нормально. И часто я, когда общаюсь с людьми, именно в близнецовых пламенах, те, кто находится в таких отношениях, они еще меня убеждают: что вы, у вас ничего нет и не будет. И я уже столько услышала, что меня это вообще не удивляет, я спокойно реагирую, хорошо, ладно, не чувствуете. И слава Богу, главное, чтобы вас это не волновало сейчас, чтобы вас это сильно не мучило, потому что, учитывая специфику подобных отношений, они ведь очень медленно складываются. И как бы их ни называли, все эти названия, условно, близнецовые пламена, родные души, родственные души, это все об одном. Понимаете, я как эзотерик, как я это чувствую, я не могу это объяснить. Вы можете себе объяснить, как вы дышите? Наверное, да. С точки зрения науки это объяснить можно. Но проконтролировать этот процесс, что-то изменить в нем нельзя. И когда информация какая-то приходит, ты ее просто чувствуешь, и все. Ты ее воспринимаешь как есть. А почему так? Почему я именно только это отвечаю? Я не знаю. Я повторяю одно и то же обычно. В большинстве случаев человек приходит через год, и ему та же информация. А я что могу поделать? Если я ему буду рассказывать что-то другое, это уже будет какой-то цирк. А моя задача помогать. Так вот, если мы вернемся к близнецовым пламенам, как поверить в то, что отношения будут складываться? А может быть, и не надо в это верить. Это все спорно. Надо верить, не надо, это уже на ваше усмотрение. Все мы люди, все мы индивидуальные, и кому что помогает. Кто-то верит и даже что-то делает. Сейчас приведу другой конкретный пример, когда отношения длятся более 9, по-моему, лет, и они так и не складываются. Мужчина в браке, женщина не замужем, у каждого дети. Но мужчина поставил цель работа, финансы, и он преуспевает. И действительно, этот человек очень богат, успешен и известен. Но при этом семья, она как основа, это как что-то связующее, то есть то, за что он держится. Он не хочет ничего менять, но свою любимую он также держит на каком-то расстоянии, они не любовники, то есть там любовные отношения время от времени происходят, но это
это даже брать в расчет нельзя. Ну, когда люди там раз в год занимаются сексом или раз в 3 года, ну, о чем речь? Вот, что хочу сказать по поводу этой ситуации. Вот старается эта женщина делать все возможное. Она готова и родить ребенка, и воспитывать его одна, лишь бы только это был ребенок от любимого мужчины. Но нет, самый важный момент, да, как только они начинают общаться, это происходит иногда там раз в несколько месяцев, ну иногда несколько раз за месяц, по-разному. Он тут же передумывает. Сначала он говорит одно, потом другое, и получается это вот какая-то такая игра кошки-мышки, кто за кем. Поэтому вы сами должны решать, надо вам за эти отношения бороться, не бороться. Я уже снимала видео недавно, да, в котором говорила о том, что эти отношения требуют ответственности. И если вы хотите, чтобы они сложились, надо прикладывать усилия. Но эти усилия должны быть не со стороны одного из партнеров. Все-таки это ситуация партнерства, да, это ситуация союза, когда 2 человека должны прикладывать усилия. А если один из них, ну, это как-то с переменным успехом, то оно получается что-то, то не получается. Вот. И по поводу того, зачем вообще такие встречи даются, тоже большой вопрос. Никто не знает. Скорее всего, вы этого достойны. Дается это светлое чувство, ну, берегите его, развивайтесь, меняйтесь, растите ради этих отношений. Но одно дело, когда люди в браке, вот они встретились, вот, допустим, как вот в этой ситуации, да, у Анастасии, у нее самой отношения, у ее мужчины отношения, но если брак держится только на обязательствах, то этот брак рано или поздно разрушится. Если не разрушится брак, то разрушится сам человек. То есть он будет себя разрушать любым способом. Кто будет пить, кто будет наркотики принимать, кто будет изменять, то есть кто на что способен. Либо будет другое какое-либо обесценивание ситуации. Брак, он должен быть основан только на любви. То есть если это любовь, она скрепляет, такие отношения развиваются. Не только дети нас держат, да, и делают нас ближе с нашим партнером. Нет, тут важно, чтобы было какое-то духовное единство, было единство на уровне сознания, на уровне мировосприятия и, конечно же, любовь. Вот, но вот в ситуации конкретной, да, вот я сейчас отвечаю по поводу Анастасии, там все не совсем так, да, как бы люди в отношениях, но при этом там нет любви настоящей. Есть любовь как к близкому человеку, к родственнику, да, вот когда мужчина может свою супругу любить, ну, потому что она мать его детей, ну, потому что она такая родная, он к ней привык, да, она как сестра, она как мать, ну, может быть, как подруга, и все. И вот когда он так начинает думать, или женщина так думает о своем партнере, то отношения, они уже отходят на второй план. По поводу близнецовых пламен, почему это от Бога, а не от дьявола? Вот часто, кстати, вопрос в тему. Мне многие говорят, а если это искушение, а если это что-то, с чем надо бороться, от чего надо уйти, может быть, это проверка такая, действительно, данная свыше, пройти это все, этот соблазн и все. Но поймите правильно, одно дело, если эта ситуация длится месяц, 2, полгода, ну год, и все, человек это проходит, и его это отпускает. Ну какой соблазн? Ну да, с кем не бывает. Но кто-то там понравился, но не значит, что человек пойдет и разрушит свою семью. А близнецовые пламена, это, если это соблазн, то это соблазн на годы. То есть когда человека не просто желаешь, да, любишь, ты просто им живешь. И когда вот у Насти именно так, она живет своим мужчиной, она без него себя не видит.
Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны, сказать, а если это эгоизм чистой воды? А вот если человек просто так хочет получить то, о чем он мечтает, ну вот, к примеру, да, с точки зрения психологии, а может быть это мое желание, вот я так хочу чего-то добиться, кого-то добиться любой ценой, добьюсь этого, а потом потеряю интерес. Но поверьте, это может произойти в любой другой ситуации. Но когда мы говорим о близнецовых пламенах, это что-то иное, это какое-то, это как бы не просто дополнение, да, когда люди как одно целое, они не стремятся обладать друг другом. И у Насти то же самое, она страдает только от того, что они не вместе. Но когда они будут вместе, и, кстати, такие ситуации в моей практике были и есть, и я считаю, что еще будут. Когда люди вот пришли, они вместе, и поверьте, у них каждый день в радость. Там нет такого, что да, все, он мне надоел, или я в ней разочаровался, я ее не люблю. Нет, люблю. И вот так вот день за днем, из года в год, да, душа в душу. Вот это и есть высшая любовь. Поэтому как понять, вот если вернуться к первому вопросу, как понять? Да это время подскажет. Вы сами это почувствуете, что нету более близкого, более родного человека. Он один такой, непонятно почему. Вот кажется, общение, кстати, вот во всех ситуациях по близнецовым пламенам общение либо практически отсутствует. Ну, допустим, люди встретились, у них была интимная близость и ни о чем не говорили конкретно. Либо только время от времени встречаются, опять-таки, как любовники, изредка, скажем, и общения нет. То есть я о чем хочу сказать, что зачастую в таких ситуациях мало контакта ментального. Люди друг друга чувствуют интуитивно, они не знают почему, они просто доверяют друг другу, они принимают друг друга как есть. Да, конечно, с самого начала это некая борьба, потому что это как бы встретились две души, а они вот как одна, это душа, одна целая, либо половинки. Но влияние менталитета, влияние окружения, влияние каких-то моральных принципов, все это меняет каждого из нас, да, то есть, допустим, у каждого, да, из этих партнеров могут быть свои какие-то привычки, свои ценности, свои взгляды и так далее и тому подобное. Но когда они встречаются в этой жизни, они начинают интуитивно друг под друга подстраиваться. Почему? Потому что им этого хочется. Хочется обрести гармонию. То есть они друг другу прощают все то, что они бы не простили никому и никогда, ни при каких условиях. Поэтому кажется, вот даже Настя, она задавала мне не раз вопрос, а если он играет, а если он не любит, а если он вообще как бы не относится всерьез, ну а если это просто любовные отношения для него, вот где гарантии, вот почему я так уверена? А я не могу объяснить, почему я уверена. Я работаю как эзотерик, то есть вот то, что я чувствую, что я считываю с человека, то я и говорю. Если я чувствую, что вот от него именно это исходит, я не буду говорить что-то иное. Что есть, то и говорю. Вот. А доказать это, ну я тоже человек. Если бы я могла объяснить еще почему, да, но пока, слава богу, не все каналы открыты энергетические, то есть нет этого. И я думаю, скорее всего, нет полной информации только от того, что многое должен сделать сам человек в жизни. То есть не просто так мы пришли отработать и уйти, и за нас все написано. Это неправда. Поэтому по близнецовым пламенам, если еще какие-то будут ко мне вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу и прокомментирую. Пишите, оставляйте свои отзывы. Если нравится, ставьте лайки, делитесь, пожалуйста, этим видео. С вами была Таяна. Всего вам доброго.